Всем привет! Сегодня обсудим очень интересную книгу начала 19 века. Я полагаю, что она настоящая. Думаю, что многие из вас догадываются, что есть и ненастоящие книги, написанные задним числом. Занимаясь исследованиями уже несколько лет, я для себя выделил несколько типов книг. Настоящие, написанные в указанное время, описывающие реальные технологии. Их мало и их очень сложно найти. Поддельные книги, написанные в конце 19 века или в 20 веке, которые написаны задним числом. Есть еще и пропагандистские книги, в которых совершенно глупым и нелепым образом доказывается превосходство западных технологий и мастеров над российскими. Реальную дату написания этих книг установить сложно, она может быть как и реальной, так и конца 19 или 20 века. Эти книги надо пропускать через критический фильтр восприятия. В них самое интересное находится не в самом тексте, а в сносках и ссылках. В секретных архивах удалось найти книгу «Ученые известия. Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям о металлосмешении для стали. Дата 1823 год». Металлы, дающие лучший состав для стали – серебро, платина, родий, иридий, осмий и палладий. Самое лучшее содержание всех металлов в стали. Есть 100-я, а серебра 500-я часть, а если же возьмешь более, то выйдет механическая смесь. Кто хочет иметь хорошую сталь, может употреблять сии составы с выгодою. Присутствие смешивающегося металла в составе стали было доказано химическим исследованием, и в рассуждении равного разделения первого в последний была выкована палка, коей отполированная поверхность была обработана ослабленную кислотою. Такие способы употребляли при разложении, которое признано полезным для фабрикантов. Подвергнули действию ослабленной серной кислоты, клали горячие угли на остаток и исследовали дальнейший остаток при каждом металле особенным образом. Замечено, что платина и родий во всяком содержании соединяется со сталью, и в больших содержаниях с нею дают превосходные композиции, которые, судя по цвету, весьма хороши для металлических зеркал, ибо они на воздухе не тускнут. Когда опыты в малом виде оказались удачными, тогда повторили их в большем виде для технического употребления и получили превосходный успех. Из данного фрагмента мы узнали, что в первой половине XIX века проводились работы по созданию стали с легированием редкоземельными металлами, такими как родий, иридий, осмий и палладий. В ходе экспериментов установили, что оптимально соотношение этих редкоземельных металлов 1 к 100, то есть на 1 тонну стали надо добавить по 2,5 кг родия, иридия, осмия и палладия. Всего редкоземельных металлов должно быть 10 кг, а серебра 1 к 500, то есть на тонну стали нужно 2 кг серебра. Металлы все редкие и поэтому дорогие, с разными физическими и химическими составами, но это не самое интересное. Давайте узнаем температуру их плавления. Палладий – температура плавления 1554 градуса Цельсия. Платина – температура плавления 1773,5 градуса Цельсия. Родий – температура плавления 1963 градуса Цельсия. Иридий – температура плавления 2466 градусов Цельсия. Осмий – температура плавления 3054 градуса Цельсия. Лично меня, как жертвы ЕГЭ, волнует следующий вопрос. Каким образом в первой половине XIX века достигали высокой температуры для расплавления осмия? Напомню, что температура должна быть свыше 3054 градусов Цельсия. Давайте узнаем, как можно достичь высокой температуры. Температура в доменной печи составляет 1850-2000 градусов Цельсия в активной зоне, то есть там, где непосредственно горит антрацит и идут процессы восстановления железа. Если плавить редкоземельные металлы каменным углем, то они получат примеси, как минимум серу и углерод. Напомню, что в доменной печи получают чугун с большим количеством примесей. Полученный чугун – первичный продукт черной металлургии. Для дальнейшей очистки и получения стали чугун переплавляют в других печах. Горение газов и распыленных жидких углеводородов температура пламени достигает 2000 градусов Цельсия. Соответственно, в самой печи будет на несколько сотен градусов меньше. Сохранить частоту сплава, а также достичь высоких температур позволяют индукционные, электрические, электродуговые и электромагнитные печи.
Электрические печи. Обмотки из проволоки или ленты, изготовленные из сплавов железа, хрома и алюминия, например, кантал, применимы для температур приблизительно до 1327 градусов Цельсия. Еще более высокие температуры обеспечивают молибден порядка 2227 градусов Цельсия, тантал 2527 градусов Цельсия и вольфрам 2727 градусов Цельсия. Температуры около 3027 градусов Цельсия и даже более высокие достижимы в печах с нагревательными элементами, изготовленными в виде труб из графита или вольфрама. Другим часто применяемым способом является индукционный нагрев, при котором возможно достижение температуры до 3027 градусов Цельсия. Электродуговой метод. В воздухе при атмосферном давлении температура дуги между двумя угольными электродами составляет около 3727 градусов Цельсия при токе 100 ампер. По моему скромному мнению жертвы ЕГЭ, самый простой способ расплавить осмий – это электродуговая печь с угольными электродами, для которой нужен источник тока, который способен выдавать длительное время как минимум 70-80 ампер. Если источник тока был от энергии падающей воды, то помимо плотины нужен был целый ряд вспомогательных электротехнических устройств – генератор, съемники тока, трансформаторы, изоляторы, предохранители, рубильники и тому подобное. Вот современная промышленная установка электродуговой плавки металла. Я думаю, что с помощью аккумулятора или химической батареи сплавить сталь с осмием и другими добавками в ощутимых количествах не получится. Если вы плавильщик осмия 80 уровня и делаете это каждый день, поправьте меня в комментариях. Кстати, в одном из прошлых выпусков я вам рассказывал про индукционную установку 19 века, которая позволяла плавить металл. Ссылка в описании под видео. Может, металлы плавили в индукционных печах. Интересно, что в наше время подобные легирующие добавки не используются. Для каких задач легировали сталь в 1823 году столь дорогими и редкими металлами и какие свойства получала сталь, пока неизвестно. Если узнаю, сниму продолжение. Изготовление металлических зеркал из стали с содержанием платины и родия, температура плавления которого под 2000 градусов, для 1823 года выглядит как обычная рутинная задача. Кстати, для металлических зеркал плавить металлы углем точно бы не стали. Иначе отполированное зеркало имело бы раковины, пустоты, примеси угля, серы, шлака и так далее. Кстати, поинтересуйтесь на досуге, для каких задач нужны металлические зеркала. Если вам лень искать, то я нашел для чего. Для отражающих зеркал телескопов, а также в частотно-импульсных лазерах. Еще применяется в технике физических измерений, например, в спектрометрах. В экстремальных условиях окружающей среды, космос, авиация. Надо полагать, что сталь, в которой в качестве легирующих элементов применяется платина и родий, будет прочнее стали 3 КП, и для ее полировки в зеркало потребуется специальное энергоемкое оборудование, абразив, полирующие составы и масса усилий. На этом обзор данной книги предлагаю завершить. Если что еще интересного накопаю, сделаю продолжение. До новых встреч, пока! Давайте почитаем письмо от подписчика. Работаю на предприятии, занимаюсь ремонтом и обслуживанием установок ТВЧ и не только. Может, подскажу чего, если есть вопросы? У нас есть ТВЧ установки ламповые, полупроводниковые и есть даже машинного типа, технологии позапрошлого века. Если кто не в курсе, ТВЧ – это установки, которые позволяют плавить металл токами высокой частоты, то есть не углем и не газом, а с помощью электричества. Нас заинтересовала ТВЧ-установка машинного типа. Как написал подписчик, технология позапрошлого столетия, то есть 19 века. Мы задали вопрос, что из себя представляет установка машинного типа и каков принцип ее работы. Вот что ответил подписчик. Двигатель крутит генератор. Генератор с большим количеством полюсов возбуждения. В итоге получается частота 2,5–8000 Гц. Сравнительно невысокая, но металл плавится. Если греется тигель, то и расплавится то, что в тигле.